Цыганская порча или какую порчу сложно снять? Перед тем, как мы ответим на этот вопрос, давайте поговорим, что же такое порча. Порча, друзья, это вмешательство в жизнь человека через проведение всевозможных магических ритуалов на уровне энергетических полей. И цель такой порчи – это причинение вреда человеку или даже группе людей. В процессе наведения порчи жертве посылают негативную энергию на очень тонком уровне. И это может привести к необъяснимой, например, болезни, а возможно отношения с людьми начнут у вас рушиться, и во всех делах нет успеха, ну а о деньгах, о финансах вообще вам можно и забыть. Но важно понимать следующее, что такое воздействие возможно только изнутри самого человека. Сначала будет найдена опора в душе жертвы. Поэтому по-настоящему чистый человек просто оттолкнет от себя порчу. На таких людях лежит защита высших сил, и на них порча просто не оказывает никакого влияния. Но, как правило, в любом человеке можно найти свои грехи и слабости, и через эти щели порча и проникает в человеческие жизни. Итак, как же избежать цыганской порчи? Самое лучшее решение – это избегать цыган любой ценой и никогда не провоцировать их. Если вы уж схлопотали цыганскую порчу, то лучше всего, чтобы ее снимал представитель этого же этноса. Магические действия непроизвольны, а подчинены определенным правилам, и поэтому их можно снять или вернуть виновнику. А теперь давайте поговорим о признаках, которые могут указывать на порчу. Разобравшись, что такое порча, можно выделить ее основные признаки. Если в двух словах описывать порчу, то это такая черная полоса неудач, которая может длиться даже годами. И их нужно диагностировать, можно диагностировать различными способами. Но помните, что у всех у нас бывают неудачные дни. Но когда эти дни сливаются в месяцы и годы, тогда можно уже говорить о наведенной порче. Теперь давайте поговорим о признаках такой порчи. О наведении порчи можно говорить, если человека преследуют такие несчастья. Ну, во-первых, друзья, появляется бессонница, отягощенная частыми кошмарами. Появляется ухудшение здоровья с признаками серьезных заболеваний. Причем врачи просто не могут понять, чем же болен такой человек. Возникают постоянные неудачи в любых делах. Материальный ущерб как следствие различных несчастий. Например, может быть пожар, ограбление, какой-то еще форс-мажор. Домашние животные вдруг становятся злобными и пытаются убежать. Возникают ссоры с окружающими людьми, с вашими родственниками, друзьями, коллегами и даже соседями. И все это, друзья, по самым пустяковым поводам. Также возникает колебание веса без расстройства пищевого поведения. Вы питаетесь, как обычно, но стремительно. То ли набираете вес, то ли его теряете. Ну и, конечно же, человек чувствует себя постоянно измотанным и ощущает, что ничего хорошего в его жизни уже не случится. Знаете, человек такой уже опускает руки. Как же определить наличие порчи? Человек с высокой энергетической чувствительностью почти сразу замечает изменения своего эмоционального фона. Причем часто это происходит именно на психологическом уровне. Такое изменение всегда сопровождает магическую атаку. Это ясный сигнал о попытке причинения именно магического вреда. Ну, давайте теперь поговорим о способах определения наведенной порчи. Итак, мы предлагаем вам несколько вариантов. Вы сами для себя выберите, какой для вас более удобен и комфортен, и вы можете провести и определить. Итак, первый вариант. Возьмите свечи. Вам нужно взять свечи, именно 3 штуки, и обязательно они должны быть церковные. Прочтите любую молитву, ну, например, «Отче наш», «Богородица». Возможно, вы знаете какую-то другую молитву, прочитайте ее. И если вы видите, что свеча искрит, трещит или дымит, то магическое воздействие точно было. Есть, друзья, еще один способ. Берете воск. Обращаем ваше внимание, что воск должен быть натуральный, пчелиный. И растопив его, вылейте в миску с холодной водой. Миску держите над головой. Вы должны понимать, что при этом ритуале вам нужна посторонняя помощь. И дождитесь, когда воск застынет, и рассмотрите фигуру.
Знаете, если гладкий воск, то все хорошо. А вот если воск лег буграми, была, значит, наведена порча. А если еще в воске образовались дырочки, то порчу наводят уже не раз. И причем один и тот же человек. Если вы провели ритуал и вы поняли, что на вас порча, возникает вопрос, как же ее снять. Порчу можно снять двумя путями. Первый самостоятельно, то есть вы можете сами. Знаете, что всякое снятие порчи это в любом случае это обращение к высшим силам с просьбой о помощи. И это вам под силу в любом случае. Только в другой момент вы можете что-то не знать, не понимать, не разбираться. Возможно, вы можете бояться. И кроме того, даже когда вы проводите снятие порчи самостоятельно, если вы невнимательный, возможно, человек, если вы постоянно находитесь в таком упадочном состоянии, то вы можете многие моменты не обратить внимания, которые начнут происходить после того, как вы сами проведете ритуал. Что мы здесь имеем в виду? Мы имеем в виду, вы, например, провели ритуал снятия порчи, и вы не обратили внимания, как к вам забежала соседка и попросила, например, соли. Или к вам зашел какой-то знакомый, которого вы, или знакомая, которую вы не видели уже 100 лет, и которая вам ни с того ни с сего решила сделать какой-то презент, какой-то подарок. Или вам коллега на работе решила вас угостить чашкой кофе или капучино, или чем-то, что она вам раньше не делала. Да, возможно, даже просто шоколадкой. Будьте очень осторожны и внимательны, когда вы сами это делаете. Другой вариант, вы можете это сделать при помощи целителя. Но вам нужен целитель, то есть человек, это ведунья, который хорошо знает, как найти причины и подобрать именно нужные ритуалы, устранить порчу. Почему? Потому что опытный целитель, это ведунья, как кому угодно это называть, знает, к каким силам нужно обратиться и чья помощь будет наиболее эффективной. Обращаю ваше внимание, что к черной магии мы не рекомендуем обращаться. Почему? По одной простой причине, что у магов есть своя, у черных магов есть своя иерархия. И представьте, вы обратились будем так говорить, к целителю, который занимается черной магией, низшей иерархии, а вам делали в какой-то уже следующей иерархии, у которого больше опыта, больше знаний. В таком случае у вас ничего не получится. Кроме того, в наш мир, в мир технологий, появляется очень много всевозможных целителей, тарологов, ведуней и так далее, которые, начитавшись литературы, могут вам рассказывать о том, что они могут провести ритуал, сделать ритуал, выявить и так далее. Будьте очень осторожны, потому что это, к сожалению, все стоит денег, и это стоит денег немалых. А нужно ли вам такое тратиться, если у вас, во-первых, проблемы одна на другую каждый день появляются, у вас постоянно что-то непонятки в вашей жизни, в вашей семье, поэтому, пожалуйста, постарайтесь сделать такие ритуалы самостоятельно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале, в YouTube и выбрать для себя самый идеальный ритуал и попробовать его провести. Не бойтесь, если что-то у вас не получится, или вы где-то не на том слове поставили ударение, или что-то вы еще не сделали. Не переживайте, вы попробуйте, вы сделаете, посмотрите, какие события начнут происходить. И после этого двигайтесь дальше. Главное, вы начните, не бойтесь. Итак, друзья, как же снять порчу из глаз самостоятельно? Для самостоятельного снятия порчи вам нужно понимать принципы работы духовных принципов и ментального воздействия. При обряде вам нужно читать какую-либо молитву. Ну, например, христиане мы читаем «Отче наш». Представители других конфессий или атеисты могут произносить что-либо другое в позитивном ключе. Главное, друзья, чтобы это было именно искренне, и это было от сердца. Знаете, вы должны понимать, что это вы не просто должны сделать для галочки, а вы делаете в первую очередь для себя. Также обращаем ваше внимание, для обряда следует выбрать время убывающей луны. Не следует ждать немедленного результата. И чтобы гарантированно снять порчу, обряд следует провести несколько раз. Обращаем ваше внимание, что в обязательном порядке нужно делать на убывающую луну. Вы спросите, куда посмотреть?
В интернете много различных календарей. Возьмите, зайдите на один сайт, посмотрите, когда убывающая луна. Эту информацию почитайте на другом сайте, потому что бывает часто, что некоторые сайты просто копируют информацию, и она может быть некорректна. Если вы увидели, взяли, например, на вооружение 5 или 3-5 сайтов, вы видите, что убывающая луна, как правило, сходится, то тогда вы должны понимать, что вот в это время будет убывающая луна. Итак, обряды снятия порчи, проводимые самостоятельно, то есть те обряды, которые вы можете провести сами. Первый, друзья, обряд – это молитвой. Знаете, что молитва – это универсальный способ решения очень многих проблем, в том числе и в снятии порчи. Молитва, прочитанная правильно, направляет к человеку поток энергии, способный ее исцелить. Следующий обряд, друзья, это сырым яйцом. С помощью яйца можно определить и порчу, и исцелиться от нее. Свежее куриное яйцо прокатывается по всему голому телу от макушки до пяток. После этого разбейте яйцо в прозрачной посуде с чистой водой. Признаки порчи – это расклеившийся желток с вкраплениями или мутный белок. Вылейте воду с яйцом в ямку и закопайте. Обращаем ваше внимание, что сырое яйцо, это имеется в виду, это то яйцо, которое свежее, которое снесла курочка именно в селе, а не вот на птицефабриках. Это две большие разницы, поэтому, пожалуйста, постарайтесь купить именно яйцо, именно у бабушек, у людей, которые занимаются именно яичками. То есть не ищите в супермаркетах. Следующий, друзья, обряд – это с помощью соли. Обряд проводится в среду после 12 часов дня. Покупаете пачку соли, деньги платите и молча уходите. Сдачи не берете, если есть такая сдача. Поэтому вы должны узнать, сколько стоит соль, пачка, и отложить такую-то сумму, желательно и какую-то сдачу именно оставить. И мы не рассыпать в деревянную именно емкость. Горсть соли бросьте на сухую раскаленную сковородку и произнесите молитву или обращение к высшим силам с просьбой о помощи. Соль насыпаете в блюдце, но обращаем ваше внимание, что блюдце должно быть без рисунка. И блюдце ставите под кровать. Утром соль на блюдце убираете в неосвещенное место. И так делаете 7 дней подряд. После этого соль высыпаете на следующий день, то есть после 7, в любой водоем. И блюдце желательно или выбросить, или закопать, но так, чтобы его меньше кто видел и не мог его подобрать. Следующий, друзья, обряд – это снятие порчи именно спичками. Мы для этого берем святую воду, наливаем в стакан, жгем 9 спичек поочередно. Каждую спичку после сожжения бросаем в стакан. И читаете молитву или произносите. Не 9, не 8 и так до первой спички. Если спички утонули, то знаете, что порча есть. Обряд нужно повторить 3 раза. После этого отпиваете глоток из стакана и мочите водой именно лицо. Знаете, как будто вы протираете. Остальную воду вы должны вылить на улицу и желательно через плечо. Следующий, друзья, обряд – это обряд с помощью воды. Наливайте ведро воды из естественного источника. Мы имеем здесь в виду, что вы берете не из крана, вы берете из колодца или из трозианки, то есть именно, который идет с недр земли. Наклониться вам нужно над ведром и прочитать молитву. Потом переверните ведро с водой на себя. Вода как бы смоет эту всю порчу. Следующий обряд, друзья, это упражнение чистой энергетики. К сожалению, это упражнение не все могут это проводить, потому что достаточно сложно, нужно уметь визуализировать. Но в любом случае вы и можете это также делать вне зависимости от проверки, есть ли на вас порча или нет. Далее, друзья, следующий обряд – это снятие порчи лекарственными травами. Знаете, что это один из древнейших способов снятия порчи. И вариант следующий. Возьмите самостоятельно заготовленные травы. Это ромашку, тысячелистник, подорожник, крапиву, зверобой и одуванчик. Из этого приготовьте отвар. Пейте его 10 дней подряд. Следующий вариант. Возьмите травы, укрепляющие здоровье. Это у нас мята, хмель, зверобой, календула, ромашка и шиповник. И заваривайте 15 минут в кипятке.
То есть стакан воды на 1 чайную ложку травы. При заваривании прочтите трижды «Отче наш» и заговор на снятие порчи. Отвар пейте 3 недели, исключая воскресенье. Касательно лекарственных трав, которые вы, если вы решите проводить этот именно обряд, их нужно собирать в определенные дни, поэтому лунный календарь вам будет в помощь. Снимать порчу нужно сразу же, как вы обнаруживаете какое-то негативное воздействие или неприятности, потому что такие неприятности начнут усиливаться, поэтому вы должны это сами чувствовать. Итак, друзья, комплексный подход, знаете, вам поможет снять порчу. Ну, во-первых, вам, как мы уже говорили, вы можете обратиться к целителю, к ведуне, который это может делать, ну и постараться самостоятельно снять порчи. Все-таки мы хотим сделать еще акцент на целителях. Если вы увидели целителя, который вам говорит, что он все готов сделать и так далее, будьте осторожны и будьте внимательны. Вот, друзья, сегодня мы с вами поговорили о порче, о цыганской порче, о том, как вы можете снимать. Вам дали варианты. Если у вас еще есть вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео, друзья. Ну а мы с вами прощаемся и уже услышимся в следующих эфирах. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, но также пишите ваши вопросы и комментарии. Мы прощаемся и услышимся в следующих эфирах. Пока-пока!